Друзья, всем привет! Приехал на избу. Время 13 часов 45 минут. Попробовать поискать здесь хариуса. На этом участке есть тут ямы. Летом я здесь бываю частенько А зимой здесь как-то, скудновато по хариусу. По реке, конечно, передвигаться я не собираюсь на технике. То есть здесь такие места очень коварные, опасные. Ездить на технике это, очень большой риск, что я провалюсь и просто утоплю ее. Да и самому тут можно неплохо искупаться. Попью сейчас чайку с дороги с печеньем. Очень радует, что стол вообще чистый. Мышиного помета вообще ни одного нету даже. Просто чистота. Удивительно. Сейчас надо найти флягу. Здесь где-то она в закуточке, вот в том, наверное, лежит. Раньше, по крайней мере, была. И съездить за водой на речку, заодно и лед посмотрим. Итак, чтобы не топить снег. Многие пишут, почему не топишь именно снег, зачем там на ручей ходишь, на той же Заползухе, например. Проще сходить за водой и и скипятить ее. Снег, сами понимаете, надо, чтобы кастрюлю там натопить, надо его ходить с ним, то есть начерпал, утрамбовал его. Сходил, он растаял, опять сходил, начерпнул, опять утрамбовал. Вы не думайте, что вы, если полную кастрюлю снега набрали, утрамбовали, и у вас будет полная кастрюля воды. Вот столько будет, сантиметра 2-3. Вот это, по-моему, бидон питьевой. Раньше был, по крайней мере. Специально топором вырубил как майну такой небольшой, а потом уже просверлил буром, чтобы удобнее было черпать воду ковшиком. Попробуем. Литров 40, наверное, есть такая канистрочка. Нормально. Вот полынья и течение очень сильное. Не дай бог провались, такое течение можно сразу под лед вот туда завернуть и реально не выбраться будет. Я осенью, когда с лодки выпал, я на лодку-то не мог забраться. Ноги подворачивают туда, под лодку, и все. А тут, я это просто боюсь даже представить. То есть, будем максимально аккуратно ходить. Никакая рыбалка, никакая рыба не стоит жизни. Рисковать не стоит. Но походим, поищем. Водичку надо занести в избу. На улице морозит, 13 градусов уже. Приехал было 9, время 16 минут 5 вечера. В принципе, на улице еще не темно, нормально, но уже сейчас быстро, полчаса, и будет уже темновато так.
Сумеречно уже, но еще не темно. Вода замерзла, крышка, вот этот колпачок. Ребята, так никогда не точите ножи, как делаю я. Ножи сферические, айсберг от Шнека 110-го. Дело в том, что я тут на днях ходил в деревню, пытался хариуса ловить на нашей речке. И где-то на третьей лунке попал в камни, прям жестко так. И выломаны куски. Второго комплекта нету, к сожалению. Приехал вот сейчас на речку с одним комплектом. По идее, вообще эти ножи уже на выброс, поэтому я их так не жалею. Таким варварским способом точу, немножко хоть подправить, потому что они вообще плохо очень сверлят. Надо очень сильно туда давить, чтобы он шуруповерт сверлил. Так что ладно, немножко так подправим. Тут прям куски выломаны так хорошо. Надо несколько комплектов будет купить новых, а эти вообще куда-то ликвидировать, потому что они вообще никуда не пойдут. Но пока еще послужат, так как ничего нету. Так. Здесь такая насадка на шуруповерт и просто липучка. Различную можно наждачную бумагу клеить. Так, в походных условиях таких вот, кто берет шуруповерт, допустим, на рыбалку, вполне, в принципе, можно какие-то ножи подправить, что-то. А так, по идее, вот такие полукруглые ножи надо на какой-то твердой поверхности и аккуратненько вот так вот прижал и вот так вот водить, аккуратненько точить. В принципе, я их вообще отлично точу. Они как новенькие. Но если в песочек попал, если, конечно, камни, то ножам уже кирдык приходит. Время уже прошло 1,5 часа с момента, как я начал рыбачить. Но ни одной поклевки я так, ребята, и не видел. Вот сейчас здесь нахожусь на яме. Просверлил здесь, тут, под ямой. Везде свалы есть приличные. Опустил подводную камеру. Сначала походил так, половил. Поклевки не видел. Думаю, дай посмотрю. Если нет вообще рыбы, бывает, что он плавает, а просто не клюет. Но даже мелочи я не видел вообще. Свалы приличные. Вот как раз вот на этом свале, где вот песочек под корягами, массовое скопление, вернее, было хариуса. Осенью, летом я когда вышел сюда, и он прям вот там как раз с речки с течения несет корм, и за яму, за эту завихрение туда его заделывает. И он там стоит, кормится. То есть места такие довольно-таки перспективные, но рыбы нету, даже мелочи. Ножи, кстати, сверлят нормально. Вчера подправил, прекрасно вообще идут. Так что, может быть, их еще оставлю, пригодятся. Все, подъехал на другой участок, спустился ниже намного, и вот такое плеса за мной. Просверлил 18 лунок вверх туда.
И сейчас пойду по ним. Вот такой вот небольшой первый хорюсок попал. Иди живи. Переставил мормышку другую, потяжелее, побольше. И поклевка буквально сразу же где-то. Ох, еще один. Такой же детский сад. Но это уже интересней, чем там. Вот в такой вот камень заехал опять буром. Пополам аж его переломило. И опять ножи подсадил. С одним комплектом, конечно, ездить так себе. Но... О, смотрите, ребята, как зацепил. Хо-хо. Вот это новости. Достал 2 хариуса. Вот такой вот маленький один. Сейчас мы его утопим. Отпустим, вернее, обратно. И второй рядом крутился. И смотрите, я его как зацепил. Забагрил, можно сказать. Этого забираем. Неплохой хариус. Средний такой. Если он, значит, тут рядом где-то крутился. На лету прямо. Под этим прям, под лункой. Не под лункой, а подо льдом прямо. Под самым. Есть. Такого достал. Хариуса. Второй уже. И есть еще одного достал. Такого же. Средний хариус из этой лунки. Сейчас пробежался вот туда. По темне поклевки. Потом думаю, да, вернусь сюда, в эту лунку. Только запустил. Сразу же удар. Уха уже есть. 3 хариуса таких средних. Сейчас. Ух ты. Ох, тоже такой же. О, еще один. Тоже такой более-менее. 4-й уже. Ох. Вот он такой. Не крупный, но есть и экземпляры неплохие. Вот, ребята, вам результат. Камеры он практически не боится. Плавает перед самой камерой, позирует. То есть вообще никаких проблем. Не глубоко. Такой интересный галечник. Мелко. Просто стая его скопилась тут. Хорошая такая. Обалдеть. Даже можно просто так понаблюдать за ними. Интересно. Такие красивые. Ух, ребята, его сколько тут. Просто сейчас попробуем мормышку, более маленькую такую. Еще бы парочку таких средненьких хотя бы поймать, и в принципе достаточно мне. Надо, конечно, просверлиться бы сюда поближе. В большинстве это, конечно, не крупный, но есть экземплярчики. Есть, попал. Вот этот побольше, да? Вот он, ребята, который плавал. Вот смотрите, какой он. Вот такой хариус, отличный. Все-таки он попал, который позировал тут. Перемешку. Крупный с мелочью. Этот хариус, смотрите, с каким повреждением. Вот. Чешуи нету. Куска такого.
поймал. Это самый крупный. Да, ничего, такой хорюсок. В принципе, эти нормальные хорюса. И отпущено было, наверное, десяток, так точно. Такой мелочевочки. Минус 4 градуса, так и стоит целый день. Каждая лыжа, наверное, весит 10 килограмм. Все замерзло. Надо будет их потом заносить в избу, оттаивать. Скипятил целый котелок воды и заварил чаю уже с сахаром, затопил печку. Есть, ребята, ничего не охота, время 5 часов вечера. Сейчас просто бутерброд с паштетом, попить чайку, надо немножко отдохнуть. Вымотался я сегодня прилично, особенно когда первый раз ходил здесь на речку на лыжах. Пустой-то, ладно, как бы нормально идешь. А санки вот эти вот сзади, они как балласт. Просто я весь устал с этими санками. Это все цепляется за ветки. Где-то не идет, где-то, короче, тяжело. Больше там устал. Ну и здесь тоже так походил, побродил. В принципе, здесь можно и без лыж ходить. Завтра поедем туда, опять на этот участок, где сегодня был. Так как камера у меня на жесткой штанге, так ее будет мотылять течением очень сильно. Я специально ей потряс, покрутил, по дну постучал. И Харрис вообще не боится этого. Некоторые думают, что вот Харрис пугливый, боится этих камер там, тому подобное. Он вообще к самой камере подплывал. То есть я максимально делал так, чтобы его отпугнуть. И ему без разницы. Ему наоборот интересно. Видимо, там эту муть создавал или еще что-то. Ворошил дно. И он наоборот как-то держался там. А вот когда я лунку просверлил, он весь разбежался. Но в течение где-то секунд 20 только я мормышку опустил, и он сразу же снова подошел весь, интересуется. То есть рыба тоже такая довольно любопытная. Побольше хорюсов разрезал пополам, чтобы удобнее было складывать в кастрюльку. Хотел, ребята, сварить вообще на костре, но, если честно, неохота заморачиваться с костром. Там сильный ветер на улице, плюс надо вот это до поварни место все разгребать, чистить. Я что-то и так уставший, сварил на плите, да и ладно, нормально. Давно я такой жирной ухи не едал. И давно такого харюса я не видел. Очень жирный. Поэтому, может быть, он еще и не клюет. Он сытой. База кормовая хорошая на этой речке. То есть, вот такие вот дела. Ладно, сейчас ужинаю. Потом, наверное, пойду дров поколю и буду ложиться спать. Так что все, всем пока. До завтрашнего утра.
Друзья, всем доброе утро. Минус 4 градуса. Сегодня сумасшедший ветер, просто ураган. Вчера был ветер, но он не такой, сегодня еще сильнее. Время 8 часов утра, затопил печку. Сейчас скипячу чаю, заправлю термос, доем вчерашнюю уху, рыбу. Все приготовлю и выдвигаемся на тот участок, где вчера ловил хариуса. Попробуем сегодня там порыбачить. Есть, ребята, хариус подошел. Вот он, первый хариусок на этой лунке. Перерыв, надо попить чайку. Просто пить охота, есть ничего не буду. Пока с одним хариусом походил, поснимал. Нашел такой интересный участок. Валун такой лежит мохнатый, травой весь обросший, интересный. Издалека его сначала увидел, потом попробовал рядом с ним лунку просверлил, опустил камеру, поиграл, постоял, потом просто мормышка так постояла, поснимал вокруг, у берега, везде рыбы вообще не видно, никто даже не подходил. То есть такое довольно-таки место перспективное. Странно, что рыбы нету. И вот где вчера в этой лунке хариус крутился, больше все. Вот одного я поймал, вот как пришел, потом еще один поднимался за мормышкой, и все, мелочевка плавала, 2 штучки, и потом она даже куда-то исчезла, больше рыбы я не видел. Прошелся там 2 поворота, поймал одного среднего хариуса, такого как утром, и одного поймал на блесенку небольшого, отпустил потом его, потом там походил дальше. Половил. Вот он. Вот такой же средненький. Там дальше прошелся. Половил. Поснимал под водой. Рыбу вообще не видно. А самое главное, там дальше пошел глубокий снег. Чуть меньше колена. И шел с пешней вот так вот. Пробивал. В одном месте просто пешня туда хоп ушла. Чуть не утопил ее. Надо было на веревочку одеть. Если бы пошел без пешни, 100% бы искупался. А может быть и того хуже, потому что речка такая, течение довольно-таки сильное. Местами, даже если провалишься по пояс, то может спокойно затянуть под лед. Как бы опасно. Иди. Вот он. Около дела. Тоже такой. Еще один. Хариус вообще камеры не боится ни капельки. Ей без разницы. Ему даже интересно, он подплывает к самой камере. Чуть ли не атакует ее. Но сколько вот снимаю, крупной рыбы пока вообще не видел. Прям такой серьезный, хотя бы по полкилограмма таких хариусов. Возможно, его здесь просто нету. Может быть и есть, но где-нибудь стоит. Бывает крупная рыба на самых мелях стоит, в траве прям. Она, если не активно, не питается, он просто в траву зайдет, ляжет и лежит там в траве. И его не выманишь оттуда никак, если он не клюет, без разницы. И на камеру тоже его не увидишь. Вот так вот, как он, как эта мелюзга плавает. Все-таки мелочь питается такая. Ну, средний хариус. А крупный он, мне кажется, у него какие-то дни есть. Он вышел, наелся и все. Переваривает пищу. Да и хариус жирный. Я вчера вот уху варил, конечно. Я такой не помню. Ухи очень жирный. Из хариуса.
Просверлил лунок здесь за поворотом. Побольше так. Сейчас пойду по ним. Ух ты! Есть! Нормальный. Хороший. Только запустил, сразу же поклевка. Отличный хариус. Такой на сегодня, наверное, самый крупный. Ну, вот такой вот. Клюет. Мормышка больше его. Вот такой пучок опарышей. Белая и красная. Такая мормышка. Серая. Тяжелая. Большая. Оп. Мелкотня. Мелкотня. Ну, красного опарыша насадил, поинтереснее стало. Как-то, может, попал просто, и либо они как-то клевать стали. Тоже где-то его тут скопилось, наверное. В мелюзге этой. Иди плыви. Ну. Ветер сумасшедший. Здесь на болоте. -1 градус. Стало теплее. Ребята, у меня ЧП. Я забыл дома сгущенку. Все, на завтра ехать после обеда домой. Может быть и раньше даже. Как-то так. Сахар тут я весь последний сегодня высыпал в термос. Утром, когда заправлял. Тут осталось что-то на дне. Хотя бы сюда вылить и размешать тут. По-другому никак.